Скажу вам по секрету, на данный момент этот морковный торт фаворит среди всех моих рецептов. Вкус у него божественный, иначе не скажешь. Начнем с апельсинового курда. Чтобы получить больше сока, покатайте апельсины по столу, прижимая их ладонью. Снимаем цедру с 3 апельсинов, нам нужен только тонкий оранжевый слой, и смешиваем ее с 75 граммами сахара и оставляем эту смесь минут на 20-30. Так сахар впитает в себя эфирные масла и курд станет более ароматным. Из апельсинов выжимаем сок и смешиваем его с 2 желтками. В тарелку с сахаром и цедрой добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала, перемешиваем и вливаем яйца с соком. Отправляем все в кастрюльку и на среднем огне доводим его до загустения. На это уйдет от 3 до 5 минут. Снимаем с плиты и протираем курд через сито. Добавляем 40 грамм сливочного масла. Хорошенько охлаждаем курд в холодильнике. Дальше готовим коржи. Измельчаем обжаренные грецкие орехи. С апельсина снимаем цедру, нам она понадобится для коржа. На мелкой терке натираем 250 грамм моркови. Отжимаем с нее сок и смешиваем с цедрой. В миску высыпаем 240 грамм сахара, добавляем 180 грамм растительного масла без запаха и 2 яйца. В отдельной тарелке смешиваем 240 грамм просеянной муки, чайную ложку разрыхлителя, чайную ложку соды, пол чайной ложки корицы, четверть чайной ложки мускатного ореха и щепотку соли. В масляную смесь добавляем сыпучие ингредиенты и замешиваем тесто. Затем туда же идет морковь с цедрой и орехи. Тесто будет густое, не переживайте, так и должно быть. Обратите внимание, что рецепт рассчитан на форму 18 см. Обязательное условие – выпекать надо в 2 формах. Всю порцию за раз нельзя выливать в одну форму. Тесто очень тяжелое и не пропечется. Выпекаем коржи в разогретой духовке при 160 градусах 45-50 минут до сухой лучины. Готовые бисквиты вынимаем из формы и охлаждаем на решетке. Затем разрезаем их пополам и в итоге получаем 4 коржа примерно по 1,5-2 см. Им нужно дать постоять ночь в холодильнике. Дальше готовим сливочно-сырный крем. Это очень просто. Для него нам нужно 150 грамм сахарной пудры, 800 грамм сливочного сыра, 150 мл жирных сливок и ваниль. Взбиваем все до устойчивых пиков. Дальше собираем торт. Выкладываем корж, промазываем его кремом, потом по всему периметру снаружи делаем бортики из крема, а внутрь выкладываем наш курд. Бортик можно сделать и побольше в размере, так начинка точно не вытечет. Сверху выкладываем следующий корж. И так проделываем со всеми коржами. Ну а дальше обмазываем торт сверху оставшимся кремом и украшаем по желанию. Ну вот, наш идеально вкусный пряный морковный торт готов. Пышный и влажный бисквит с добавлением орешков, апельсиновый курд в прослойке и все это великолепие под шубкой из сливочно-сырного крема. Приятного аппетита! Сегодня мы будем готовить очень вкусный шоколадный медовик «Спартак» с масляно-заварным кремом. Список ингредиентов смотрите в описании. В процессе готовки я тоже повторю их количество. Ну что, приступим к готовке? В кастрюльке смешиваем 2 яйца и 200 грамм сахара. Туда же добавляем 90 мл молока, 3 столовые ложки меда и 100 грамм мягкого сливочного масла. Перемешивая, на среднем огне доводим нашу смесь до горячего состояния. Добавляем чайную ложку соды. Смесь тут же начнет увеличиваться в объеме и пениться. Держим нашу массу на маленьком огне еще 2-3 минуты и снимаем с огня. Смешиваем 450 граммов муки с 50 граммами какао. И порционно вливаем туда массу из кастрюли. Тщательно вымешиваем и получаем эластичное мягкое тесто для нашего торта, похожее на пластилин. Тесто разделим на 8-9 частей. Для удобства я раскатываю тесто сразу на пергаментной бумаге. Как видите, оно отлично раскатывается и не липнет к скалке. Сверху кладу тарелку диаметром 20 см. Вырезаю круг и очень густо накалываю наш корж вилкой, чтобы он не вздулся и был ровным. В разогретой до 180 градусов духовке выпекаем корж 5-7 минут.
Даже на этой стадии они выглядят очень аппетитно. Так выпекаем все коржи. Обрезки пойдут на украшения, но у меня их подчистую съели сын с мужем, так что украсили без них. Теперь дело за кремом. Смешиваем 300 грамм сахара, 60 граммов крахмала и ваниль. Добавляем 3 яйца. Снова перемешиваем до однородности и понемногу добавляем 600 мл теплого молока. Беспрерывно помешивая на медленном огне, доводим наш крем до загустения. Запомните, что нужно довести его до кипения, но не кипятить. Дать крему остыть до комнатной температуры. Затем к 250 граммам масла порционно добавляем остывший крем и взбиваем. Здесь держите своих детей и мужа, чтобы те уже не уничтожили крем. Он такой ароматный и сливочный. Ну правда, очень аппетитный. Собираем торт. Блюдо также смажем кремом. На него помещаем наш первый корж и по очереди повторяем процесс. Верхний корж оставляем без крема. Его мы зальем глазурью. Рецепт глазури вы найдете в описании. Украшайте на ваш вкус или как позволит ваша фантазия. Если остались обрезки коржей, украсьте ими бока торта. Ну все, дело за малым. Дать тортику пропитаться ночь в холодильнике, и ваш супер мягкий и нежный шоколадно-медовый торт «Спартак» готов. Приятного аппетита!